Друзья, всем большой привет! С вами снова Настя, и я приглашаю вас плести вместе со мной вот такую очаровательную корзинку для хранения. Такой небольшой короб с округлыми краями. В общем-то, планирую ее сплести МК в двух частях. В первой части покажу, как плетется дно, выводятся стойки. И во второй уже части непосредственно сплетем сами стенки вместе с загибкой. Как вы видите, стенки у меня сплетены тремя видами узоров. Здесь сидит тройная веревочка и вот такой узор. Я не знаю, к сожалению, как он называется. В общем-то, очень симпатично смотрится. Покажу, как его сплести. Ну а сегодня мы с вами приступим к выплетанию нашего дна. Дно состоит, получается, из двух частей. Изначально плетется прямоугольное дно, затем оно плетается уже по периметру двойной веревочкой. Для плетения данной корзины я сделала вот такую форму. Форма у меня сделана, как вы видите, из картона. Использовала свой любимый сэндвич-панель, вырезала заготовки. У меня их здесь 2 штуки. Вот снизу и чуть-чуть повыше. Там вовнутрь я заложила, господи, утяжеление, свои любимые гантельки. Вот, и все хорошо зафиксировала. Просто картоном. Вот таким образом. В общем, рассказала, вдруг кому будет интересно. И самое главное, да, как, в общем-то, если вы изготовите похожую форму, она, кстати, может быть у вас не именно такая, а какая-нибудь круглая, овальная или даже прямоугольной формы. Но вдруг, если вы захотите плести именно корзинку, как у меня, с округлыми краями, здесь есть такой нюанс. Нужно рассчитать, каких размеров прямоугольное дно нам нужно сплести изначально. Чтобы вам было более понятно, я на примере. Вот крышка для бельевой корзины похожей формы. По тому же принципу я ее плела. Изначально прямоугольное дно, и затем по периметру уже у меня пошли ряды тройной веревочки. Вот, нужное количество рядов я сплела, и идеально эта крышка встала на мою корзину. Смотрите, подкладываю дугу моей формы, которую я буду использовать сегодня. И как вы видите, в угол, да, здесь лишнее. Веду ниже, 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 до тех пор, пока четко не будет совпадать весь периметр у меня вместе с моей дугой. Убираю. Но я знаю, что у меня здесь 6 рядов нужно сплести, чтобы четко попасть в размер и в очертания моей формы. Если у вас этот угол, дуга, будет другой уже формы, да, менее покатый, то количество рядов заметно уменьшится. Вот смотрите. 3 или 4 ряда. Вот здесь получается 1, 2, 3, 4. 4 ряда. Я замеряю просто 6 рядов мне нужно. Это 4,5 сантиметра с каждой стороны. Для того, чтобы узнать размеры своего прямоугольного дна изначального. Беру форму. Вот она у меня. Замеряю 25,5 на 23. Так, вот так. 23,5 сантиметра. Теперь с каждой стороны отнимаю по 4,5 сантиметра. То есть в общей сумме 9 с этой и с этой стороны. Замеряю по самой широкой части. Все, у меня получится мое дно. Вот это изначальное, которое мне нужно сплести, 14,5 сантиметров на 16,5 сантиметров. Ну и все. Дальше я плету двойной или тройной веревочкой до нужного мне размера формы. Начертила разметку своего будущего прямоугольного дна. Напоминаю, 14,5 на 16,5 сантиметров она у меня. Расстояние между стойками по разметке 3 сантиметра. Так, крайне. Все зафиксировала свои двойные стойки при помощи малярного скотча. И сейчас будем приступать к выплетанию прямоугольного дна двойной веревочкой. Беру 2 рабочие трубочки. Вот они у меня. Одну рабочую трубочку, ее конец завожу под первую стойку. Завела.
вторую рабочую трубочку, выкладываю поверх, фиксирую пальчиком и завожу за следующую стойку. В общем, проплетаю двойную веревочку. Надеюсь, все ее умеют плести. Информацию, кстати, о трубочках, об окрашивании и так далее, полезные ссылки все смотрите в описании под видео. Если вдруг у вас появились субтитры, и эти субтитры, буковки, слова вам сильно мешают, нажмите вот здесь в правом верхнем углу на две буковки С. Субтитры пропадут. Часто очень в комментариях мне пишут, что зачем вы подставляете эти слова не на полэкрана. Я вообще тут ни при чем. Это все YouTube виноват. Он их включает автоматически. Вам всего лишь нужно самим их отключить. Так, дошли до следующей крайней стойки. И теперь рабочую трубочку. Также я продолжаю как бы плетение. Завожу под стойку. Завожу. И теперь делаю разворот этой же рабочей трубочкой. Развернула, у меня получилась петелька. Другую рабочую трубочку выкладываю поверх стойки этой крайней, слегка подминаю и образую петельку снизу под уже имеющейся. Очень аккуратненько сейчас тут. Так, завела прям под петелькой. Видите, у меня образовался такой наклёст, как бы крестик там с изнаночной стороны. Все, здесь выложила, подтяну эту первую петелечку, выкладываю все очень аккуратно. Все. Так, и вот что получилось. Теперь мне нужно сделать наращивание. Здесь получится, да, получится. Наращивание произвожу за стойками с изнаночной стороны. Делаю срезы, которые смотрят наверх. И наращиваю. Так, решила показать. Кончики у трубочек я слегка подрезаю. И прокапываю клеем. Клей полимерный находится у меня в шприце для удобства. Если вдруг кто не знает. Так. Раз. Два. Продолжаю плести. Рабочая трубочка, которая петелька у меня образовалась сверху. То есть в обратную сторону, получается, я плету также прямую веревочку. И при выплетании таким образом у меня получается узор косички. Как при выплетании прямой и обратной веревочки, да, в сочетании, вот то же самое. Дошли снова до крайней стойки. Снова завожу рабочую трубочку под стойку, завела, солнышко подсвечивает красиво, разворачиваю, образую петельку, слегка прижимаю и теперь нижнюю рабочую трубочку также разворачиваю, образую петельку теперь под уже имеющейся. Опять с той стороны образую такой перехлест. Так, и продолжаю плести вновь. Такое плетение, именно двойной веревочкой, очень-очень удобно для фиксации стоек. Я вот давно не плела. Сегодня, перед тем, как вам показывать, попробовала. И подумала, почему же я так уже давно не делала. Прям хорошо все фиксируется. Главное, приноровиться, научиться правильно делать развороты, потому что я вспоминаю, как я, будучи новичком, да, все время мучилась. Поэтому показываю вам все досконально. Аккуратненько проплетаем. Тут ничего сложного вообще.
Двойная веревочка, самый простой узор. Вновь нам нужно завести за стойку. Завожу за крайнюю, которую трубочку только что завела за стойку. Я ее разворачиваю сразу, эту же трубочку. Вот она у меня. Образовался у меня поворот-разворот, петелька. Следующую рабочую трубочку слегка проминаю. Делаю петельку снизу. Аккуратненько под этой петелькой. Так, выложила, выкладываю и продолжаю плести. Этой же рабочей трубочкой, которую мы первую развернули. Если вам нужно, не хотите, чтобы у вас образовывался этот узор косички, то тогда в обратную сторону плетите не прямую, а обратную веревочку. То есть сейчас, по идее, у меня рабочая трубочка идет поверх другой, а обратная плетется наоборот. Поэтому и обратная, под рабочей трубочкой. Давайте я вам покажу, как это можно сделать. Вот таким образом. Так. Снова доплели. Дошла до крайней. Проплетаю так же, как и нужно, по узору. Обратной веревочкой. И вот у меня две рабочие трубочки. Одна из-под стойки смотрю, другая лежит поверх. Я беру ту, что снизу выходит, слегка ее проминаю, разворачиваю, увожу направо. А та, что поверх, я ее также разворачиваю, увожу вниз, обнимаю. То есть я ничего не меняю. Видите, это вот так, а это вот так. Они рядом друг с дружкой. Выкладываются, все отлично. И теперь в обратную сторону я уже плету не обратную, а прямую веревочку. Единственное, что при выплетании таким способом у вас будет, видите, здесь нахлест образовываться. То есть он сейчас получается, этот нахлест с изнаночной стороны у меня. А если вы будете плести прямой и обратной, и при развороте будут вот такие вот у вас крестики получаться. Смотрите. Дальше я буду плести как бы прямую. И вот в этих местах будет крестик. В общем-то, показала вам, что образуется с изнаночной стороны. Возможно, как-то можно поменять. Сначала плести обратную, потом прямую веревочку. В общем, я сейчас не хочу в это углубляться. Вы уж там сами, пожалуйста, поэкспериментируйте. Вот я сейчас все аккуратно постараюсь расплести. Так, нарастила, немножко еще проплела, вновь дошла до крайней. Делаю разворот той трубочкой, которая выходит из-под стойки. Ввожу ее направо, а эту следующую, которая поверх сейчас выходит, рабочую трубочку, оборачиваю ей, обнимаю стойку, образуя петельку под уже имеющейся снизу. И вывожу все направо. Продолжаю плетение в правую сторону. Ой, прям одно удовольствие так плести. Прям как влитые стойки стоят. Класс. Так, и смотрите, значит, по поводу вывода стоек. Когда я плету узором ситицы, я, одной трубочкой туда-обратно, я учитываю расстояние между первоначальное расстояние между стойками. У меня получается 3 разворота с одной и с другой стороны. И тогда я вывожу стойки. У вас расстояние первоначальное между стойками может быть меньше, больше. То есть вы уже сами должны регулировать. Либо делать узор плотнее, либо вводить стойки почаще. В общем-то, этот момент нужно вам учесть самим. У меня получается раз, два, так, раз, два, три, 4. И 5-й ряд я проплетаю. И просто оставляю вот таким образом стойки. То есть у меня здесь они изначально вот таким образом лежат. И теперь здесь. Эту я верхнюю слегка всегда проминаю, чтобы она в таком положении зафиксировалась. Так. Ну и дальше все то же самое. Беру 2 рабочие трубочки.
Одну выкладываю снизу, другую поверх. Так, наоборот. Вот так. И начинаю плести. До нужного мне размера проплетаю. Далее увидимся. Ну вот, что у меня получилось. В общем-то, сейчас что я буду делать? Отрываю скотч. Это раз. Чтобы показать вам, что у меня получилось с изнаночной стороны. Переворачиваю. Можно было, конечно, еще потренироваться. Вот они, эти перехлесты, про которые я вам говорила, с изнаночной стороны. Так. Теперь я буду наращивать стойки. Для этого делаю срезы. И все как обычно. Срезаю, прокапываю трубочки клеем. Трубочки у меня рабочие, влажные. И наращиваю. Стоечки я все нарастила. И, как вы видите, да, в двух местах у меня не хватает дополнительных стоек. Что можно сделать? Я буду поступать следующим образом. Возьму 2 рабочие трубочки. У одной срежу кончик, другую также заострю, срежу часть. Ну, в общем-то, наращу их между собой. Нарастила между собой. В месте наращивания, так, потеряла вот место наращивания, сгибаю аккуратно, сплющиваю. И смотрите, теперь мне вот в этих местах вот есть местечко. Подставлю вот таким образом стойки. И буду потом оплетать. Для того, чтобы плести по периметру двойной веревочкой, мне нужно поставить 2 рабочие трубочки. Для этого я беру их и сминаю концы. Как вы видите, они мягкие. Достаточно. Вот лишние мягкие кончики. Там, где уже еще не очень плотно, но в то же время уже не так мягко. Делаю такие срезы немножко наискосок. Не сильно остро, а тупые углы. Слегка их промазываю клеем. И делаю подстановку. Слегка приподнимаю стойки. Ну, там местечко расширяю за стоечками. И вот таким образом аккуратно подставляю, подклеиваю. Раз и два. Все. Приступаю к плетению. Хочу сразу добавить, что если у вас, допустим, корзинка прямоугольной формы, то тогда вы дно плетете по размеру формы. Ну, я так обычно делаю. И последний ряд, вот этот вот последний, один, я обязательно проплетаю еще двойной веревочкой. И затем уже только после этого поднимаю стойки. Есть у меня видео на канале по поводу плетение прямоугольного дна и поднятие стоек. Ссылочку я оставлю в описании. Но мы с вами продолжаем. У нас в этот раз дно не прямоугольное, а с закругленными углами. Так. Дохожу до угла. Поднимаю слегка нижнюю рабочую трубочку, выкладываю ее поверх следующих 2 стоек. И оплетаю. Вот таким образом. Хорошо проплетаю, стоечки плотно рядом друг с другом вот эти выкладываю. Так, немножко переместилась. В общем-то, при выплетании дна я
Буду акцентировать только некоторые моменты, потому что стойки очень длинные. Трубочки у меня стандартные 30 сантиметров, но все равно крутить на столе, и я стоя это делаю, не очень удобно. Сейчас покажу вам, как проплетаю вот эти двойные стойки подставленные. Ну, просто захватываю их, фиксирую и точно так же поплотнее здесь прижимаю и плотненько проплетаю. Раз, все готово. Так, нужно уплотнить. Где моя палочка-выручалочка? Видите, здесь перепад получается. В общем, нужно этот момент немножко исправить. Проплела весь первый ряд, подошла к первоначальным стойкам, откуда мы с вами начинали. Ну и, конечно же, обязательно делаю переход. Вот раз, два, две стойки, откуда я начала. И сначала завожу за вторую стойку, а потом за первую. Второй ряд проплетаю без изменений. Доплетаю второй ряд уже получается. И снова делаю переход. Так, подправляю. На третьем ряду в местах, вот в этих местах, да, в уголках получается, я буду подставлять дополнительные стойки. Для этого беру рабочие трубочки, также они у меня из пакета влажный. Обязательно делаю срез до того момента, где трубочка станет плотной. Можно прокапать ее клеем, можно не прокапывать, я не прокапываю. Зажимаю дополнительную стойку плетением и продолжаю плести. Вот что получается. Таким образом поступаю во всех 4 местах. Ряд я проплетаю без изменений. Фиксирую дополнительные стойки подставленные. Заканчиваю плетение третьего ряда, ой, простите, 4-го. И на следующем 5-м ряду я буду подставлять дополнительные стойки, делать их двойные. Вот в эти в одинарные, которые мы сделали. Для этого расширяю слегка пространство рядом со стойкой. Трубочки я срезаю не прямо, а немножко наискосок и подставляю. Подставила. И также проплетаю их вместе. Шестой ряд я проплела без изменений для фиксации дополнительной стойки. Второй. И на 7-м ряду что я делаю? При помощи палочки или спицы аккуратно раздвигаю вот эти угловые стойки. Снова делаю их одинарными. И теперь я буду их проплетать по отдельности и сразу подставлять дополнительную вторую стойку. Потому что дальнейших рядов у меня будет не так-то уж и много оставшихся. Поэтому мне нужно успеть зафиксировать вот эти двойные стоечки. Показываю, как я это делаю. В общем-то, вы можете поступать так, как вам более удобно. Я показываю, как я это делаю. Раз. Подставила.
развернула и подставляю теперь с правой стороны аккуратненько. Проплела еще 2 ряда, и на этом все. Мне нужно закончить мое плетение. Плетение донышка. Подошла к 2 первоначальным стойкам, и что я делаю? Справа от первой подставляю палочку, немножко расширяю пространство. Довожу первую рабочую трубочку, подгибаю ее вниз, прямо над палочкой моей. Делаю срез. Палочку вынимаю, завожу за стойки и вставляю в это место. Завела. Точно так же поступаю со второй рабочей трубочкой. Довела, подогнула, подрезала, завела, ставила, поправила. Все, наше донышко готово. Теперь нужно поднять стойки. Перед тем, как подставлять форму, нужно стойки, я сначала так делаю, стойки проминаю, подгибаю их ноготком и аккуратно заминаю вовнутрь. Так как трубочки у меня, подставляла я их влажными, они еще не сухие. Если у вас сухие стойки, то обязательно их нужно увлажнить, иначе они в этих местах потрескаются. Стоечки подняты, зафиксированы при помощи резинки, но, соответственно, форма уже вставлена. Показываю, что получилось. Вот. 1 лишний рядок выпирает наружу. Все, как я люблю. В общем-то, по поводу лишнего ряда дополнительного я тоже об этом уже рассказывала в видео про выплетание прямоугольного дна. Ссылочку в описании я оставлю. Все вы там увидите, если вам это интересно. На этом мое видео подошло к концу. Встретимся с вами во второй части и закончим плетение нашей красивой корзинки. Пока-пока, друзья!